Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте посмотрим, что готовит месяц октябрь тем, кто родился под знаком зодиака Рак. Уважаемые раки, устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее. У нас будет одна общая позиция для всех, и мы рассмотрим общую атмосферу октября, сферу работы, финансов, личную жизнь и совет предостережения. Итак, начиная с общей атмосферы, давайте смотреть, что же готовит вам, уважаемые раки, октябрь. Много общения, делового общения, разговоры, в результате которых вы решаете важные для вас вопросы и получаете значимую информацию. Информация связана с официальными какими-то делами. Это договора, это договоренности, это вопросы, связанные с недвижимостью. Это то, что имеет официальный статус. И во многом здесь будет задействована семья, вопросы семьи. Официальные вопросы, связанные с семьей. Также можно данное сочетание карт рассмотреть как необходимость общения и по официальным вопросам, и по вопросам, связанным с семьей. Тем не менее, месяц такой насыщенный и, я бы сказала, очень значимый, информативный, в плане информативности значимый. Что касается работы, давайте посмотрим. В работе. Опять же, очень много официальных моментов. Договора, какие-то новые соглашения, сделки. Здесь все по справедливости, все четко. Что посеешь, что и пожнешь. Как будете работать, такой результат и получите. Для многих справедливость отыграется как смена места работы, либо смена должности. Тем не менее, все, что для вас важно и ценно, вы сумеете сохранить. Если это смена места работы, то с сохранением тех привилегий и бонусов, которые для вас очень важны и значимы. Но в целом вы движетесь вперед, сохраняя то, что для вас приоритетно, сохраняя то, что для вас дорого и важно. Вы идете вперед. Возможны командировки, возможны поездки, которые как-то укрепят ваши позиции. Но в целом все сводится к тому, что открываются новые возможности. Открываются новые возможности для того, чтобы сохранить и укрепить то, что вы имеете, и приумножить какие-то ваши, опять же, возможности для того, чтобы двигаться вперед. В целом все сводится к тому, что вот именно что посеешь, что и пожнешь, да, вот как вы работаете, так вы и получаете. И победа, все бонусы, все бенефиты будут на стороне того, кто прав. Лукавить, хитрить здесь не получится. Кто постарается, знаете, вот как-то играть против правил, играть не по-честному, окажется в проигрыше. Бумеранг здесь долетит. Давайте посмотрим финансы. С финансами все стабильно. У большинства финансы приходят через мужскую фигуру. Для кого-то это супруг, для кого-то это отец, для кого-то начальник, руководитель, друг, товарищ, брат. Денежные поступления стабильны, но какие-то задерживаются. И стоит вопрос о том, чтобы какой-то из источников дохода прекратил свое существование, либо что-то вот именно поменялось. Но здесь, если вы будете не согласны с тем, что один из источников дохода, он перестает функционировать, вы сумеете этому противостоять, вы сумеете поменять ситуацию и оставить вот все источники доходов в том состоянии, в котором они есть на сегодняшний день. В любом случае у вас самая главная жила такая финансовая, она остается нетронутой, она остается стабильной. Просто какие-то, знаете, здесь возможно прекращение какого-то тайного дохода, да, то есть какие-то денежные поступления, которые вы
в обход официальных источников получали, либо же которые были вот именно частью неофициального дохода. Вот это будет под вопросом. Но опять же, у вас есть все шансы на то, чтобы сохранить эти источники дохода и противостоять прекращению их работы. Что касается любви, личной жизни, давайте посмотрим. Раки в октябре. Карта Мир. Очень многозначительная карта. Смотрите, поскольку у нас актуальна карта семьи, карта Аист, для многих здесь отыграется вопрос беременности. Карта Мира — это очень часто зачатие, причем очень такое успешное. Кому-то придется оказаться на расстоянии. Кто-то здесь будет находиться с партнером вот именно вдали друг от друга, либо же такой период, когда взаимодействия будет не очень много, когда взаимодействия будет не так много, как хотелось бы. Также здесь все сводится к тому, что вы движетесь вперед, у вас осуществляется развитие ваших взаимоотношений, и для того, чтобы вывести отношения на новый уровень, нужно пройти определенные уроки. Это, знаете, как испытание, да, готовы, не готовы. Предстоят диалоги, которые будут направлены на то, чтобы найти компромиссы, потому что у вас с вашим партнером здесь прям диаметрально противоположные взгляды на определенные вещи. И для того, чтобы исключить возможность вот этой вот войны и противостояния друг другу, здесь важно сесть за стол переговоров и понять, куда вы движетесь, в каком направлении, что для вас приоритетно, а что нет. В целом все сводится к развитию, просто здесь немножечко будут такие, я бы сказала, сучки и задоринки, да, некие такие пробуксовки. Но в целом все идет по дороге благополучных, благоприятных перемен. Для тех, кто не состоит в отношениях стабильных, здесь возможно новое знакомство, но опять же на почве того, что ваш новый знакомый либо иностранец, либо здесь у вас с ним разные какие-то вот взгляды на многие вещи, будет период неких таких испытаний, период притирки для того, чтобы понять, вы вообще подходите или не подходите друг к другу. Потому что и карта башни из колоды Ленорман, и вот эта двойка мечей — это как символ разности ваших позиций и статусов. У вас одно, у него другое. У кого-то разница в возрасте, у кого-то разница в статусе, у кого-то разница в религии, в национальности и так далее. И здесь важно понять вообще, как дальше двигаться вперед. Но, повторюсь, здесь через переговоры, посмотрите, у нас и птица, и двойка мечей — это умение как раз-таки выйти на диалог и вот именно вычленить важную информацию путем переговоров. Здесь все вопросы будут решаемы, и развитие отношений, оно будет направлено в нужное для вас русло. К чему стремиться? Давайте посмотрим. Раком в октябре к чему стремиться? Преодолевать трудности. Порой можно даже надавить для того, чтобы немножко ускорить ход событий. Прислушиваться нужно к мужчине, можно заручиться помощью и поддержкой мужчины. Мечевый король, как правило, человек либо власти, либо человек, связанный с законом. И понимать здесь нужно, что все в ваших руках. Вот какие бы трудности перед вами ни становились, знайте, что у вас есть помощник, мужчина, и знайте, что можно использовать все средства для того, чтобы достичь желаемого. Здесь вот эти вот препятствия, преграды, да, восьмерка мечей — это карта ограничений, они преодолимы. Для того, чтобы знать, куда идти, важно развязать просто глаза. Руки у вас развязаны, и вы увидите эту дорогу, вы поймете, каким путем вам двигаться. Чего остерегаться? Раком в октябре. Хитрости, обмана. Но здесь изначально говорилось о том, что важно по справедливости действовать. Причем здесь договариваясь вот с кем-либо, да, потому что придется искать компромиссы, придется выстраивать диалоги. Вот здесь важно вот эти компромиссы, диалоги осуществлять очень осторожно. И получая поддержку от того же самого мечевого короля, который, в принципе-то, ваш помощник, получая вот эту поддержку, важно понимать и осознавать, что от вас требуется взамен.
Здесь важно вот именно очень объективно рассмотреть ситуацию. Эмоции ваш враг. Здесь важно руководствоваться вот именно разумом, эмоциям не поддаваться, потому что эмоции, они не только ваш помощник, это не только интуиция, какие-то положительные чувства, а еще это такое состояние, когда вас может просто накрывать, когда вас может просто одолевать, такое состояние, когда хочется все крушить, рвать, метать, поддаваться этим эмоциям. Вот так делать не нужно. Плюс карта дьявола, это карта хитрости. Сами не хитрите, не лукавьте и не позволяйте никому вас обманывать. Вот это очень четко отыгрывается в плане вот как раз-таки вот этих диалогов, которые и в работе будут выстраиваться, и в решении финансовых вопросов, и, собственно, в сфере любви личной жизни. Но здесь от вас в октябре, уважаемые раки, требуется умение подойти ко всему, ко всем вопросам с холодной головой. Уметь, прям, знаете, объективно рассмотреть любые аспекты той ситуации, в которой вы находитесь. Но нужно отметить, что диалог – это ключ к успешному решению многих проблем. И все они будут решены в благоприятном для вас ключе. Это все вам подвластно, это все в ваших руках. Месяц в целом для вас успешный. Вот такой получился прогноз, уважаемые раки. Благодарю всех за просмотр. До встречи с вами в новых видео.